Я вас приветствую на канале 10 лучших островов для отдыха. И накупавшись вот с такими огромными китовыми акулами величиной с автобус, мы собираемся рано утром отправляться в аэропорт. Останавливаемся мы вот в этом отеле, видео про него выкладываю. Хозяйка гостеприимная, отель чистенький, при этом она организовала за 100 песо с человека без очереди купание с акулами, трансфер туда и обратно, хотя отель находится недалеко рядышком. А также машинёшку, на которую мы съездили, посмотрели водопад Тумалок. В принципе, советуем. Отправлялись мы в 4:45. Если кто-то еще сомневается, ехать или не ехать в это местечко, чтобы покупаться с акулами, мы вам очень советуем, потому что неописуемое ощущение, когда ты находишься в аквариуме, а в океане, и рядом вот такая проплывает громадина. Самолет у нас отправление 15:15, но из-за того, что мы не знали, как получится и сколько по времени, поэтому мы подстраховались и выехали пораньше. И до аэропорта смотрим, сколько вниз. Вы видите время 8:16, получается мы 4 часа ехали. Это вот сейчас мы выехали с автовокзала в аэропорт Себу на такси. Но не забывайте, это утро,
А как везде на Филиппинах, везде огромные пробки. И чтобы не застрять в них, мы вынуждены были выехать пораньше. В предыдущем видео про аэропорт Себу я показывал и рассказывал, что там был самый плохой курс, обмена валют, который мы встречали вообще в аэропорту на Филиппинах. Поэтому таксиста по пути остановиться в обменнике. Видите, мы разменяли по курсу 51,50. А в аэропорту Филиппинов курс был 48 там с копейками. Это вы сейчас видели, сколько выбил счетчик от автовокзала до аэропорта Себу. Аэропорт Себу состоит из двух терминалов. Вот вы сейчас видите второй терминал. Второй терминал рассчитан для междугородних рейсов, а первый терминал это только внутренние рейсы. Но мы тогда на тот момент не знали. Когда мы планировали это путешествие, у нас стояла дилемма. Или мы с Себу вылетаем на остров Палаван, в городок Пуэрто-Принцеса, или и оттуда на автобусе добираемся 6-7 часов до городка Эль-Нидо. Билет нам обходился на самолете 1900 с копейками там песо, плюс автобус. Ну, получилось где-то под около 3000 на человека. Или же, значит, есть такая авиакомпания Air Swift, она одна единственная, которая летает в Себу прямо непосредственно в городок Эль-Нидо. То есть взлетает в Себу и через 45 минут, ну, почти что на переезды не было, поэтому взяли билеты на эту авиакомпанию Swift, и через 45 минут мы уже были в городке Эль-Нидо. В городке Эль-Нидо есть одна проблема. Там купаться нельзя, потому что лодки и сам вот этот берег грязный. И поэтому все туристы на трициклах или пешком уходят на ближайший пляж, он называется Лас-Кабанас. Вот на этом пляже Лас-Кабанас мы как раз и взяли отель. Есть там около Эль-Нидо еще один пляж, но он находится в 40 километрах от него, он называется Накпан. Ну, видео про отель, про Лас-Кабанас, про этот пляж и про дорогу от Эль-Нидо до этого пляжа Накпан, и что он из себя представляет, мы выкладывали. Как видите, мы вынуждены были спуститься на лифте на первый этаж, и сейчас идем мы к первому терминалу. Сейчас вы видите банкоматы, где можно разменять валюту. С Эль-Нидо мы взяли трансфер, в который входил, что нас забрали 4:30 с утра микроавтобус с кондиционером, отвез в городок Сабанга, где происходит катание по подземной реке. Также входит в эту стоимость обед и пермит. Пермит – это разрешение на посещение этой подземной реки. Ввиду того, что желающих очень много, а количество людей там ограничено, поэтому многие, приехав в Сабангу, не могут взять этот пермит, и там приходится им заночевать. Ну а в наш трансфер этот пермит входило. Мало того, они после того, как мы покатались по этой подземной реке, они нас отвезли в Пуэрто-Принцеса прямо к отелю. То есть мы считаем это очень заманчивое предложение. Про трансфер от отеля до подземной реки мы выкладывали. Как раз ссылочка, где можно взять этот трансфер. Вот мы сейчас с вами подходим к первому терминалу аэропорта Себу. Аэропорт, первый терминал небольшой, и вот оттуда вылетает, как вы видите, авиакомпания Air Swift. Да, при покупке билетов на эту авиакомпанию у нас была небольшая проблема. Регистрируемся, как обычно, везде. Переходим на оплату, вставляем данные карточки, все необходимые данные, но в конце выходит ошибка. Мы пробовали и с MasterCard, и с Visa, везде вот такая чепуха.
мы вынуждены были все это сформировать и отправить непосредственно в эту авиакомпанию Air Swift с просьбой, чтобы они нам выслали счет. Они нам выслали счет, но, правда, счет был не на полную стоимость, но мы оплатили, чтобы зарезервировать билет. А потом в интернете нашли ссылочку, один мужичок хороший, добрый писал, что у него такая же была проблема, но он при помощи карточки Яндекс.Деньги ее решил. Мы попытались, и на самом деле Яндекс.Деньги проходит. Вот вы видите, вот мы сейчас проводим регистрацию на Aerosvit. Самолет вылетает в 15:15. И, как я говорил, через 45 минут мы уже были в Эль-Нидо. Это очень хороший вариант. Вы экономите дорогое время на отдых, а не тратите на поездки по острову Палаван. Вот на таком самолетике, который вы сейчас видите, вот, мы долетели до городка Эль-Нидо. Ну, подписывайтесь на наш канал. Видео мы все эти выложили. Кому интересно, пожалуйста, посмотрите. Я думаю, оно будет очень полезно и интересно. До свидания.